Вы когда-нибудь задумывались, почему в советское время, несмотря на дефицит экзотических фруктов и отсутствие современных витаминных комплексов, люди казались более выносливыми? Посмотрите на старые фотографии своих бабушек и дедушек в молодости. Подтянутые фигуры, ясный взгляд и какая-то особая внутренняя энергия. Проблемы с щитовидной железой, которые сегодня называют тихим убийцей метаболизма, тогда встречались в разы реже. Секрет таился не в секретных лабораториях, а в обычном коричневом пузырьке йода, который стоил сущие копейки. Сегодня я расскажу вам о забытом методе, который помогал целым поколениям поддерживать жизненный тонус. Это знание сегодня стараются не афишировать, потому что оно слишком простое и слишком дешевое. Всего одна капля, добавленная в ваш рацион особым способом, может стать тем самым переключателем, который заставит ваш организм работать на полную мощность. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать важное предупреждение. Йод — это химически активный элемент. Его неправильное применение может быть так же опасно, как и его дефицит. Поэтому я прошу вас, досмотрите это видео до самой последней секунды. Я не просто дам вам рецепт, я объясню физиологию процесса и дам четкую схему безопасности. Ошибка здесь может стоить вам здоровья, но правильное применение подарит новую жизнь вашему телу. Почему мы все в зоне риска? Знаете ли вы, что более 60% населения нашей страны живут в условиях хронического дефицита йода? Географически мы так устроены, что в почве и воде большинства регионов этого элемента критически мало. Мы едим продукты, которые выращены на пустой земле, и пьем воду, лишенную минералов. Ваша щитовидная железа — это крошечный орган, весом всего в 20 граммов, по форме напоминающий бабочку. Но именно эта бабочка управляет каждой клеткой вашего тела. Она вырабатывает гормоны, которые определяют, будет ли у вас энергия, чтобы свернуть горы, или вы захотите плакать от усталости уже в 10 утра. Без йода щитовидка не может синтезировать эти гормоны. Она начинает голодать, увеличиваться в размерах, пытаясь уловить хоть крохи йода из крови. Это состояние называется скрытым гипотиреозом, и именно оно причина того, что мы чувствуем себя разбитыми годами. Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, из какого вы города. Давайте посмотрим на географию наших зрителей и поймем, в каких регионах проблема дефицита йода стоит острее всего. Большинство людей списывают свое состояние на стресс или плохую экологию. Но давайте проверим ваш организм прямо сейчас. Если у вас совпадут хотя бы 3 признака из списка, это повод серьезно задуматься о поддержке щитовидки. 1. Хроническая усталость. Вы просыпаетесь уже уставшим, сон не приносит бодрости, а кофе дает эффект лишь на полчаса. 2. Отечность. Утренние мешки под глазами, следы от носков на лодыжках вечером — это застой жидкости, вызванный замедленным обменом веществ. 3. Проблемы с кожей и волосами. Волосы становятся сухими, выпадают, а кожа на локтях и пятках грубеет и трескается, несмотря на кремы. 4. Лишний вес. Вы можете сидеть на жесткой диете, на весы не двигаются. Это классический признак того, что метаболизм уснул вместе с щитовидкой. 5. Мерзлавость. Вам холодно, когда другим тепло. Ваши руки и ноги всегда ледяные. Если вы узнали себя, не пугайтесь. Это не приговор, а просто сигнал вашего тела о помощи. Ваша бабочка сложила крылья и ждет питания. И сейчас я расскажу вам, как проверить уровень йода в организме самостоятельно, не выходя из дома. Домашний тест «Йодная сетка». Инструкция. Прежде чем приступать к восполнению дефицита, нам нужны доказательства. Лабораторные анализы на йод в моче часто бывают неточными, так как показатели меняются ежедневно. Но есть проверенный временем тест йодной сетки. Возьмите обычный 5% спиртовой раствор йода и ватную палочку. Перед сном нанесите на внутреннюю часть предплечья, там самая нежная кожа, 3 линии. Первая линия тонкая, едва заметная, вторая чуть толще, третья самая жирная и темная. Ложитесь спать и забудьте об этом. Утром посмотрите на результат. Если исчезла только самая тонкая линия, у вас все в порядке.
Если исчезли две, стоит обратить внимание на рацион. Но если кожа стала абсолютно чистой, ваш организм в состоянии йодного голода. Он буквально всосал йод через поры, пытаясь восполнить дефицит. Секретный рецепт. Почему именно капля в молоко? Теперь перейдем к методу, о котором знали наши бабушки. Почему мы не можем просто капнуть йод в воду и выпить? Спиртовой раствор йода– это агрессивное вещество. При попадании на слизистую желудка в чистом виде он может вызвать раздражение или микроожог. Более того, неорганический йод из аптеки плохо усваивается сам по себе. Секрет кроется в молоке. В молоке содержится белок казеин. При взаимодействии с йодом происходит химическая реакция, в результате которой йод становится связанным, органическим. Это именно та форма, которую наш организм понимает и принимает без вреда для слизистой. Это делает метод мягким и эффективным. Внимание! Схема приема – лестница. Мы начинаем с минимальных доз, чтобы не вызвать йодный шок. Первый день– 1 капля на полстакана молока утром за 20 минут до еды. Второй день– 2 капли. И так до 5 капель. Затем мы делаем обязательный перерыв на 2 дня. Зачем? Чтобы дать организму время переработать полученный ресурс. Щитовидка не любит резких скачков. После перерыва курс можно повторить. Если вы цените такие полезные советы, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Это помогает нам готовить для вас еще более глубокие исследования народных методов. Группа риска и противопоказания. Я обязан быть с вами честным и ответственным. Этот метод не панацея, и он подходит не всем. Есть состояния, при которых лишний йод может быть опасен. Во-первых, это гипертиреоз, когда щитовидная железа и так работает слишком активно. Добавлять в нее топливо все равно, что лить бензин в горящий костер. Во-вторых, наличие крупных узлов в щитовидке требует предварительной консультации с врачом и УЗИ. Также, если вы уже принимаете гормональные препараты, например, L-тироксин, любые эксперименты с йодом должны быть согласованы со специалистом. Как понять, что йода стало слишком много? Если во время курса вы почувствовали металлический привкус во рту, появилось необычное сердцебиение или потливость, немедленно прекратите прием. Это значит, что ваше депо заполнено и продолжать не нужно. Всегда слушайте свое тело, оно ваш самый лучший диагност. Комплексный подход. Что еще нужно щитовидке? Йод– это главный строительный материал, но щитовидке нужны и рабочие, которые будут его использовать. Чтобы йод превратился в энергию, вашему организму необходимы селен и цинк. Селен содержится в пане бразильских орехов в день, а цинк– в тыквенных семечках. Без этих микроэлементов даже самый лучший йод может просто не сработать. Помните, что щитовидная железа также очень чувствительна к хлору и фтору, которые часто есть в нашей водопроводной воде и зубных пастах. Эти элементы вытесняют йод из организма, поэтому использование фильтров для воды– это не роскошь, а необходимость для вашего метаболизма. Также старайтесь минимизировать стресс. Когда надпочечники работают на износ, они подавляют работу щитовидки. Энергия просто перераспределяется на выживание, а не на жизнь. Прогулки на свежем воздухе и нормальный режим сна– это бесплатные, но мощнейшие инструменты оздоровления. Друзья, наше здоровье– это не лотерея, это результат маленьких осознанных решений, которые мы принимаем каждый день. Пузырек йода за копейки может стать вашим первым шагом к возвращению той самой советской бодрости и ясности ума. Попробуйте сделать тест с сеткой уже сегодня вечером. Это займет всего минуту, но даст вам ответы на многие вопросы о вашем самочувствии. Поделитесь этим видео со своими близкими, отправьте его в семейные чаты. Возможно, именно эта информация поможет кому-то из ваших родных наконец-то побороть вечную усталость. И не забудьте подписаться. В следующем ролике я раскрою еще более удивительную тему, как обычная пищевая сода, которая есть на каждой кухне, способна очистить сосуды и восстановить кислотно-щелочной баланс, о котором так много говорят ученые. Вы не поверите, на что способен этот белый порошок, если знаете правильную дозировку. Берегите себя, слушайте свое сердце и свою щитовидную железу. Поставьте лайк, если видео было для вас полезным. До встречи в новых выпусках.